Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы по поводу тату-оборудования. Бывают такие ситуации, что машинка через какое-то время начинает терять мощность. У роторных машинок бывает, что плавают обороты через какое-то время. И на самом деле не нужно сразу грешить на машинку. Нужно проверить все свое силовое оборудование. И поэтому сегодня мы рассмотрим несколько примеров, как нужно ухаживать за своим тату-оборудованием и что нужно делать в тех случаях, если что-то не так. Итак, рассмотрим ситуацию потери мощности тату-машинки. То есть, если вы подключили машинку и у вас она работает слабо, не так, как заявлено у нас на сайте. В первую очередь нужно проверить ваш блок питания и адаптер. Сначала адаптер. Посмотрите на заявленный ток. Ток должен быть не ниже 3 ампер. Это раз. Если он у вас ниже, допустим, там 1,5 ампера, то, соответственно, причина, скорее всего, в этом. Пройдите по своим коллегам, посмотрите, кто на чем работает, и проверьте машинку на другом оборудовании, то есть на другом блоке и на другом адаптере. Проблема номер 2. Контакты. То есть у блока есть несколько контактов, да, то есть первый контакт — это контакт с адаптером, то есть нужно его проверить, чтобы он входил плотно и не болтался. То есть бывают такие ситуации, что блок стоит где-то там на рабочем месте, и его постоянно тискают, дергают, и контактик может разболтаться. То есть нужно проверить и его. Прям даже можно при включенном пошерудить. Если будет что-то меняться, то, скорее всего, проблема в этом. И, соответственно, не нужно самому ничего делать, а просто отнести в сервисный центр. Также контакты джеков, они тоже со временем бывают разнашиваются, если вы очень интенсивно им работаете, да. Также нужно проверить, чтобы все плотно входило. Если же есть какие-то нарушения, да, если вы видите, что джек в гнезде болтается, то также, не разбирая, лучше отнести его в сервисный центр производителя. Что касаемо блоков. Китайский производитель не всегда соответствует заявленным параметрам, и поэтому китайские блоки могут выдавать не то, что написано на них. В нашем же оборудовании вы можете быть уверенным. То есть, если заявлено 5 вольт, значит будет 5 вольт. Соответственно, если вы работаете нашими тачками, то, конечно же, я советую работать и нашим силовым оборудованием. Далее, рассмотрим педаль. Педаль очень важный инструмент, поэтому, скажем так, что также на рабочем месте лучше после работы педаль убирать, так как по салону ходят люди, нажимают, пинают, и, соответственно, педаль загрязняется, контакты загрязняются, и поэтому мощность может легко теряться. Если же вы заметили, что ваша педаль пыльная, там, либо грязная, либо как-то забыли, там, оставили, то просто перед работой что нужно сделать? Нужно взять либо листочек, но лучше взять кусочек наждачной бумаги, не слишком жесткой, да, вот в данный момент я использую нулевочку. И что нужно сделать? То есть здесь есть вот
контактный винтик, да, и его просто нужно зачистить. То есть там скапливается грязь, и от этого контакт теряется. То есть, соответственно, что нужно сделать? Если вы почувствовали, что что-то не так, либо машинка не запускается, либо вообще не включается там оборудование, да, то сделайте что? Возьмите наждачку абразивной стороной к винту, зажмите ее и аккуратненько вот так вот несколько раз протащите. Вот видите, даже остаются насечечки от пыли. Также сделайте в другую сторону. Этим вы просто зачистите контакт, вот, и это должно помочь, и педалька будет работать. Ну, если у вас в салоне нет наждачной бумаги, и в принципе вы можете использовать обычный листок А4, оторвать от него вот такой вот кусочек и также аккуратненько провести по контактной группе именно внутри. И, соответственно, контактную группу также протирать тряпочкой, да, стирать с нее пыль, нагар. Это тоже должно помочь. То есть, но скажу вам так, что оборудование, за ним нужно ухаживать и периодически производить вот такое вот ТО, да. То есть я думаю, что это несложно взять листик и несколько раз провести его. То есть зачищать контактную группу так же, как зачищаете контактную группу на индукционной машинке. Провода на RCA-хах, то есть RCA-разъем, он от времени, конечно же, тоже изнашивается. Вот. То есть если вы вставляете разъем и чувствуете, что он у вас болтается, да, ну, я сейчас не могу этого показать, потому что сейчас все стоит плотненько. Вот. Если он немного болтается и от этого теряется мощность машинки, да, то, соответственно, либо у вас проблема с RCA-папой, либо же проблема с самим разъемом на машинке. Как это проверить? То есть, если, допустим, вы грешите на разъем на проводе, то есть вы просто берете другую машинку с таким же разъемом RCA и пробуйте на нем. Если проблема продолжается, то есть, соответственно, это и есть разъем RCA. Тут ситуация может быть плачевная, и лучше, конечно же, сменить провод, но можно подогнуть. Ну, бывает, что вот эти усики на RCA разъеме, они немного разбалтываются, и поэтому он плохо фиксируется в разъеме мама, да, и, соответственно, его можно попробовать поджать вот тут немного пальчиками. Вот. Не нужно это делать плоскогубцами, зажимать там, потому что если уж не помогло чуть-чуть поджать пальцами, то это в дальнейшем не поможет. Просто смените провод. Вот. Если же у вас болтается, ну, если вы взяли, допустим, ваш RCA, подключили его к другой машинке и все нормально, то есть, соответственно, у вас, наверное, проблема в RCA на машинке. Тут лучше всего отдать машинку в сервисный центр, чтобы ребята посмотрели и либо поменяли его, ну, либо починили, что, скорее всего, его просто поменяют. Вот. Такие вещи происходят в основном от очень интенсивной работы, если вы по 200 раз в день втыкаете и вытыкаете машинку. То есть, ну, скорее всего, это от этого. На наших тачках стоят очень классные RCA-хи фирменные, и они достаточно долго продолжают работать, все опробовано, как бы все протестено, поэтому, ну, пользуйтесь нашими тачками. Если у вас есть проблемы также с индукционной машинкой, в принципе, на наших тачках есть, конечно, и стойки. Если вы работаете клипкордом,
и у вас также теряется контакт, что нужно проверить? То есть, ну, во-первых, скажу вам так, после каждой работы обязательно нужно протирать стоечки. Обязательно. То есть сюда может попасть вазелин и там разный шлак, грязь, и это, соответственно, даст потерю контакта, и машинка будет работать слабее. Вот, поэтому после работы обязательно протирайте машиночку тряпочкой и кладите ее в боксик, там, либо в пакетик, и не давайте ей пылиться, загрязняться, ведь это инструмент, как бы вы им работаете, его нужно любить. На индукционных машинках то же самое. Обязательно нужно проверять все эти контактики, обязательно нужно проверять все это, почистить. Вот. И если вы заметили, что, допустим, клипкорд у вас в стойках начал болтаться, да, то лучше всего, конечно, отнести машинку в сервисный центр. То есть, грубо говоря, вот на данный момент, да, вот здесь видно, что клипкорд очень плотно стоит в стоечках, и, соответственно, контакт, он, естественно, будет хороший. Вот. Если же вы видите, что стойка, тут бывают прогары вот такие, это, ну, если вы машинкой работаете лет 5, то, естественно, да, у вас может разболтаться там клипкорд, и от этого, естественно, теряется контакт. То есть, грубо говоря, если вы это заметили, то лучше, конечно, отнести в сервисный центр, чтобы вам поменяли контактную группу. Также у индукционной машинки обязательно нужно чистить место между контактным винтом и пружиной. Делается это очень просто, то есть после каждой работы, либо перед каждой работой, вы просто опускаете баечек вниз, кладете сюда кусочек листика, вот, можете чуть-чуть приподнять баек и аккуратно прочистить. Вот видите, то есть, ну, как бы почистить контактную группу всегда хорошо, потому что попадает и пыль, и создается нагар, винтик же он сгорает, и поэтому нужно всегда его чистить. Вот. Также нагар может быть и на катушках, то есть, грубо говоря, делайте такую же операцию, подкладываете листик между байком и катушками, немножечко прижимаете и вытаскиваете. Так вы сможете прочистить ваши каточки и также баек. В общем, если ваша машинка стала работать хуже, если стала терять обороты или что-то еще, обязательно изначально проверьте свое силовое оборудование и провода. Но если уж это не поможет, то тогда несите нам в сервисный центр.